Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам военных автомобилей из моей коллекции в масштабе 1 к 43. Также мы продолжаем серию видеороликов, посвященных грузовикам в ливрее Национальной народной армии ГДР. И сегодня у нас 8-й по счету грузовичок. Это командно-штабная машина Р-142Н на базе ГАЗ-66 в коробочке Premium Classics. Модель я покупал за 65 евро, и если мне не изменяет память, это масштабная копия поступила в продажу в Европе в 2019 году. Сейчас посмотрел, она особо не мелькает в продаже в крупных интернет-магазинах, но ее спокойно можно найти на различных аукционах. Правда, цена может достигать и 90 евро. И забегая вперед, скажу, что этих денег модель, на мой взгляд, не стоит. Если говорить о ГАЗ-66 в 43 масштабе, то Кострома не первый производитель, который представил различные варианты исполнения. Можно вспомнить более ранние модели от русской миниатюры, также реинкарнацию в лице Агат. Я вам для сравнения приготовил одну модель бортового грузовика от Агат, просто чтобы вы прикинули, как модели будут смотреться рядышком на одной полке. И у меня к продукции Костромы довольно много вопросов, и самая главная проблема конкретно данной масштабной копии – это переразмеренная кабина, которая не совсем попадает в 43-й масштаб. И если отдельно держать эту модель на полке и рядышком не ставить вариант от русской миниатюры, то вроде бы все хорошо, модель довольно симпатична, у нее откидывается кабина, прекрасная детализация надстройки, но как только вы поставите модель от русской миниатюры, то сразу в глаза бросаются все неточности кабины китайского изделия. У ССМ такая модель поступила в продажу в мае 2016 года. Первый грузовик был тоже в темно-зеленом цвете, его рекомендованная стоимость на тот момент составляла 3850 рублей. Чуть позже вышло еще два варианта окраски. Первая машина была в варианте пожарной службы, у нее была точно такая же цена в 3850 рублей, а второй вариант был лимитированное издание в зеленой коробочке, 300 экземпляров, и машина была довольно красочной, и схема окраски сопровождения олимпийского огня. Но тот вариант я как-то упустил из виду и не приобрел модель в коллекцию по неуважительной причине. И также такие модели выходили в чуть упрощенном варианте исполнения в коробках от Автоистории. За них просили 1850 рублей. Машины поступили в продажу, по-моему, в октябре 2018 года. И один из вариантов был с кабиной темно-синего цвета и зеленой надстройкой, а вторая машина была в схеме окраски МЧС. Позже еще появился набор для самостоятельной сборки АВД Models, и те модели продавали за 1650 рублей. И посмотрел, сейчас наборов особо нету в продаже в российских интернет-магазинах. Возможно, будет когда-то перевыпуск. И если, например, вы хотите делать какую-то доработку или приобрести модель ради надстройки, то, думаю, выгоднее купить набор для самостоятельной сборки и уже аккуратно собрать и окрасить надстройку по вашему усмотрению. И давайте распакуем коробочку и посмотрим на этот грузовичок поближе. И также я вам покажу оригинальную коробку Start Scale Models. Она точно такая же по габаритным размерам, только отличается дизайн картонной упаковки. И на коробочке Premium Classics на подиуме с нижней стороны присутствует логотип SSM. Видимо, не стали менять оснастку для европейского рынка. И как раз здесь видно, у грузовиков немножко отличается оттенок темно-зеленого цвета, и ЗИЛ-157 чуть-чуть светлее, хотя краски очень похожи. И если говорить о серии грузовиков в ливрее Национальной народной армии ГДР, то таких машин довольно много. И я думаю, наберется порядка 40 различных грузовиков, и можно собрать вполне внушительную коллекцию военной техники. Но у меня этих моделей значительно меньше, и я думаю, наберу где-то 14-15 грузовичков, и, возможно, в будущем я продолжу собирать эту серию, но пока что взял наиболее интересные
интересные модели для меня. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели разработал Madimio Engineering. Естественно, продукция изготавливается в Китае. Есть наклейка с наименованием прототипа ГАЗ-66, НВА, надстройка R142 и артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. И модель довольно легкая, потому что у нее только металлическая кабина. Надстройка и рама грузовика сделана из пластика. Пластик довольно хлипкий, хотя рама окрашена черной глянцевой краской. И также здесь в боксе присутствует небольшой фиксационный блистер, который предотвращает повреждение мелких хрупких деталей при транспортировке. И давайте его снимем и начнем рассматривать данную масштабную копию. Вот так выглядит этот грузовичок. Вполне хорошее качество покраски. И многие люди считают, что модели для европейского рынка собираются и окрашиваются более качественно, но это далеко не так. И рынок — это не панацея от всех бед. И мне попадались такие откровенно бракованные модели, которые приходилось сразу отправлять обратно. И если посмотреть на надстройку, то здесь довольно много интересных элементов. Также поднимаются антенки. Вы можете их установить в вертикальном положении. И есть еще две дополнительные антенны, хотя на моем экземпляре их невозможно поднять в рабочее положение, потому что не срезали часть литника на детали, и она упирается в крышу. Если пытаться поднять антенну на максимальный угол, скорее всего, деталь сломается, потому что она сделана из хрупкого пластика. И нужно будет потом подрезать кончики, чтобы они не мешали поднятию антенны, но хотел вам показать, как модель ко мне пришла в коллекцию. И опять же, приходится покупать дорогие модели и постоянно самостоятельно их дорабатывать. И, конечно, это очень огорчает. Давайте сложим антенки. Также можно посмотреть, на задней части присутствует лесенка, которая устанавливается для того, чтобы можно было зайти внутрь надстройки. Установлены задние фонари, обозначены стоп-сигналы, поворотники. Также присутствует сцепное устройство, но оно не функционально, как на грузовиках от Deep Models. Есть места для установки регистрационных номерных знаков, но почему-то в данном случае SSM Premium Classics не стал устанавливать номера. И на эту модель, конечно, можно поставить улучшенные номера от студии Microdesign, но у них нету импортных регистрационных номерных знаков, а ставить советские номера на эту технику будет не совсем реалистично. Поэтому пока что этот грузовичок у меня останется в таком виде. Вполне хорошо детализирована кабина, но уже говорил, она не очень хорошо попадает в 43-й масштаб. И также на этом варианте отсутствует надпись ГАЗ на передке. И, по-моему, на самых первых ГАЗ-66 от Костромы присутствовал значок, а впоследствии его убрали. Дворники из фототравления, на крыше присутствуют габаритные огоньки из прозрачного оранжевого пластика, установлены зеркала заднего вида, и у меня в коллекции также есть похожий ГАЗ-66 от Model Pro, и у него зеркала заднего вида немножко другой формы. Хотя на настоящих грузовиках они, по-моему, были абсолютно идентичны. Более-менее нормальные поворотники, но фары ближнего света можно было сделать и лучше. Вид портят черные точки, так называемые рыбьи глаза. И такая светотехника приближает данный экземпляр к журнальным изделиям. Также у этой модели, еще раз повторюсь, откидывается кабина. Давайте ее поднимем. И вполне хорошо детализировано подкапотное пространство. Двигатель окрашен в серебристый цвет, присутствует воздушный фильтр, радиатор охлаждения, рычажки переключения коробки передач. Также виднеется запаска, другие системы вентиляции и, возможно, какие-то узлы. Особо не разбираюсь. Кто знает точнее, можете написать в комментариях, что это за элементы.
И вот так выглядит надстройка. И здесь маленькие окошки, и сложно рассмотреть, что находится внутри, но скажу вам по секрету, там просто пустота. Можно, конечно, разобрать надстройку, сделать различное оборудование, но опять же, какой смысл, все равно сквозь окошки вы ничего не увидите. И вот так выглядит нижняя часть грузовика, и здесь присутствует отверстие на раме, и, возможно, на обычном бортовом грузовике здесь что-то устанавливалось. Но на этом варианте этой детали нет. И вполне хорошие колесные диски, и также мне нравятся покрышки. Присутствует боковая маркировка, и на этом варианте я не вижу смысла менять резину на более дорогостоящую от Maestro Models. И давайте покажу вам ГАЗ-66 от Agat. Он у меня хранится в оригинальной коробочке. И это модель 2010 года. Тоже сохранился оригинальный штампик. У меня также есть модель от русской миниатюры. И как-то давно я вам ее показывал в одном из своих видеообзоров. И модель от РМ у меня с кабиной темно-зеленого цвета и с бежевым кузовом. И кузов на той модели был не окрашен. А на этом варианте его уже покрасили краской. Тоже вполне хороший грузовичок. Демонтировал стеклоочиститель, потому что один дворничек у меня потерялся, и нужно будет сюда поставить детали из фототравления и покрасить их черной краской, чтобы они не особо выделялись от пластиковых деталей. И как раз вы можете посмотреть, как отличаются кабины по размеру у двух грузовиков. И как раз наглядно видно, у русской миниатюры кабина чуть уже, немножко отличается оконные проемы по высоте. И также, на мой взгляд, грузовичок окрашен в более реалистичный темно-зеленый цвет. Вот такая вполне симпатичная масштабная копия, которая имеет место быть на вашей полке, но, конечно, не за 65 евро. Если бы эта модель продавалась за 3000 рублей, то можно было рассмотреть ее к приобретению в свою коллекцию, но дороже эти модели нету смысла покупать, потому что все равно они впоследствии переиздаются и в более упрощенном варианте от автоистории, также выходят в журнальных сериях с незначительными упрощениями, и, скажем так, коллекционная ценность именно варианта SSM и Premium Classics приближается к нулю. Но, тем не менее, такую модель я все же приобрел в свою коллекцию, о чем не жалею, и она украсит мою серию грузовиков в ливрее Национальной народной армии. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.